предыдущей серии. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. Давно не виделись, к сожалению, не было возможности делать ролики, сейчас буду наверстывать упущенное. В этом выпуске мы будем укладывать напольное покрытие в моем проекте по ремонту новостройки. Покажу весь процесс, а также все ошибки, которые можно допустить. Перед началом работ по укладке напольного покрытия освобождаем всю квартиру от инструмента и складываем все на балконе, чтобы ничего не мешало рабочему процессу. Как обычно, самое подходящее для этого место – балкон. Основание для напольного покрытия ровное, без резких перепадов. Самое главное, чтобы была плоскость. На этом объекте стяжка делалась классическая, по маякам, с последующим подравниванием наливным полом. Кто не видел этот ролик, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Хочу напомнить, что сначала мы сделали напольное покрытие, а затем уже покрасили стены и потолок. Но по техническим причинам я сначала показал покраску, а сегодня буду показывать укладку напольного покрытия. Следующий этап – это очистка стяжки от всевозможного мусора. В основном это штукатурка и клей. Для этой работы лучше использовать шпатель, который не жалко. Важный момент. В проемах между комнатами я делал деформационные швы, так как стяжка имеет температурное расширение. Нужно проверить, чтобы между комнатами не было перепадов. Даже если их сначала нет, то потом со временем они могут появиться, стяжка может просесть. В моем случае нужно немножко подшлифовать. Для этого использую алмазную чашку, болгарку и пылесос. Такую же процедуру делаем во всех проемах, где есть деформационные швы. Ну и, конечно же, нужно обязательно пропылесосить весь пол. Следующий этап – это грунтовка. Грунт глубокого проникновения просто выливаю из канистры на пол и раскатываю валиком. Если вдруг грунтовку нужно разбавить, если у вас концентрат, то действуем по инструкции на упаковке. Раскатываем аккуратно, чтобы не испачкать стены. Друзья, в моем проекте по ремонту квартиры в санузле, в ванной комнате и в туалете я запланировал сделать натяжной потолок. Сейчас натяжные потолки стали настолько совершенны
в плане дизайна и технологий, что их используют в 80% ремонтов. Сам такой потолок я делать не решился, потому что у меня не хватает опыта, знания инструмента, и поэтому решил довериться специалистам. И тут возникает закономерный вопрос, кому доверить эту работу. Опираясь на свой опыт, мнение коллег и отзывы заказчиков, с уверенностью могу сказать, что компания Firica – это лидер в области натяжных потолков. И сейчас я говорю не только про количество устанавливаемых натяжных потолков, а про технологии, качество полотна, качество запатентованного профиля, который изготавливается на собственном производстве, и, конечно же, сервис и клиентоориентированность. Как происходит весь процесс? Оставляете заявку по телефону, с вами договариваются о визите замерщика, в то время, когда вам удобно. Приезжает специалист из компании с образцами профилей, полотен и с планшетом. Рассказывает и показывает все варианты, которые можно сделать в вашей квартире. В моем случае даже не понадобилось заранее придумывать дизайн потолка. Уровень знаний и опыт замерщика позволил нам буквально на месте за 15 минут придумать красивый потолок. На электронную почту вам дополнительно присылают уже точный технический проект потолка со всеми размерами для утверждения. Замерщик приезжает к вам бесплатно. Если вас все устраивает, вы подписываете договор и договариваетесь о дате монтажа. В назначенный день к вам приезжает бригада монтажников. Предварительно накануне вам позвонят и напомнят, что запланирована установка натяжных потолков. Перед тем, как произвести монтаж, пленкой заклеиваются все стены в санузле. Монтаж производится при помощи современных инструментов. Конечно же, у ребят есть лазерный уровень и оборудование с пылеуловителем. Для понимания масштабов компании ко мне приезжала 22-я бригада. Время монтажа зависит от сложности потолка и количества комнат. У меня потолок был не самый простой, с теневым профилем, светодиодные встроенные линии, и еще мне очень понравился встроенный профиль для шторки с подсветкой. По времени это все заняло примерно 4-5 часов. Вот какой потолок был до, и вот какой стал после. Ссылка на сайт компании Firica будет в описании к видео. Рекомендую. Все эти действия производим во всей квартире. Процессом грунтования при укладке неклеевых напольных покрытий пренебрегать нельзя. Многие думают, что если ничего к стяжке не приклеивается, просто укладывается, то и соответственно грунтовать не нужно, можно просто пропылесосить. Это большая ошибка. Основание может пылить, и пыль будет проникать в помещение через деформационный шов, который расположен вдоль стены, даже через плинтус. Квартира готова к укладке напольного покрытия. Основание почищено, обеспылено и загрунтовано. Частично ненужные вещи сложили в санузел и на балкон. Те вещи, которые не влезли, будем переставлять по квартире. Что касается напольного покрытия, это инженерно-каменно-полимерная плитка Alpinfloor. Конструктивно похожа на ламинат, но по своим характеристикам она во много раз превосходит ламинат. Абсолютно не боится воды и очень большая устойчивость к стиранию. Экологически безопасно, подходит для теплого пола и так далее. Я это напольное покрытие покупал 2 года назад. На тот момент это был прям топ. У этой каменно-полимерной плиты с обратной стороны приклеена подложка. Это удобно в плане сборки. Что касается того, продается оно сейчас или нет, я не знаю. Возможно, из-за санкций его перестали возить. Возможно, возят. Цена тоже могла измениться в 2-3 раза, поэтому я не знаю, какая она сейчас. И вообще за последние 2 года все стало вверх с ног на голову, и цены изменились, поэтому я даже не знаю, что происходит на рынке напольных покрытий сейчас. Значит, первое, что нужно сделать перед укладкой ламината, определиться с базовой стеной, откуда мы будем начинать укладку. Обычно берут за основу какую-то стену, например, вот эту, и уже от нее меряют расстояние, которое будет получаться до следующей стены, до конвектора, до окна и до противоположных стен. Здесь будет кухня, здесь все равно так получается, потому что панель заходит под мебель.
Надо посмотреть, как приходит пол под входную дверь и еще под вот эта стена. Для этого берем одну панель, укладываем ее, как она будет идти, предположительно, и начинаем мерить. Ширина панели 18 сантиметров. Значит, до окна получается 341, с учетом зазора, который будет. Да. Ну что, считай. 341 на калькуляторе делим на 18, получается 18,9. То есть к окну приходит почти что целая доска. Теперь меряем это же расстояние до конвектора. До начала конвектора. Получается 292. Соответственно, делим. 16,2. 16,2. То есть уже получается маленький кусочек. А еще нам надо померить до вот до этого расстояния, до конца конвектора. Что там получается? 327, 16, очень маленький кусочек. Получается, что очень маленький кусочек, такую раскладку делать нельзя. Соответственно, значит, мы тогда просто эту доску сдвигаем на середину проема. Вот у нас получается середина проема. И меряем заново. Что у нас тут получается? К окну у нас получается 333. Это да. 18,5. Значит, к окну идет половина доски, это нормально. Дальше идем. Конвектор. Начало конвектора. Это получается 318,3. Тоже половина. И дальше идет у нас начало конвектора. Вот сюда. Больше половины доски. Все. Значит, такая раскладка нас устраивает. Единственное, что мы сейчас еще перепроверяем к входной двери и к стене. Привет. И к стене, которая в спальне, в детской, вернее. Почти что целая доска под входную дверь. Это вообще замечательно. И последнее измерение. Так, Дима, можно тебя попросить со съемочной площадки? Все, ровно получается 25, с учетом зазора как раз чуть-чуть подрежется. Все, супер. Значит, выбираем раскладку, когда у нас доска начинается с середины проема. Сейчас размечаем полосочки и начинаем подрезку. В своих проектах я регулярно работаю с покраской и каждый раз использую разные техники и материалы. Мой путь в этом деле был непростым, я совершил множество ошибок, которые можно было бы избежать. Сейчас я рекомендую своим ученикам и опытным малярам-отделочникам регулярно повышать квалификацию у профессионалов. Присоединяйтесь к специализированной программе обучения для маляров ProClub, профессиональному клубу Attikuria. В рамках проекта ProClub за 2 дня мы прошли в первый день систематизацию малярных работ на объекте. Это приемка оснований, это ошибки, также сдача объекта, все нормативные документы, которые нужны для строительных работ. Второй день мы рассмотрели
ассортимент тики-вала, интерьерных решений, плюс окрасили самыми популярными продуктами. Огромная благодарность вам за проведение таких познавательных курсов. Я сегодня проходил в учебном центре курсы по малярному делу. Спикер, который вел наши занятия, был компетентен, очень хорошо и подробно рассказывал о подготовке поверхности, рассказывал о линейке красок компании Тикурила, рассказывал, чем отличаются краски, как их применять, методика нанесения. Была отдельная лаборатория. В этой лаборатории были экспонаты подготовлены. Где-то обои были, где-то зашпаклеванная поверхность, где-то просто гипсокартон. То есть мы, по сути, каждую поверхность отдельно красили разными красками, смотрели, какая получается фактура от валика, и в последующем смотрели, как она по высыханию держится. Отлично провели время, наши маляры довольны, полностью все сертифицированы, так что продолжаем дальше. Ссылка на Pro-клуб будет в описании к ролику. Здесь на объекте у нас есть лишние вещи. Часть вещей мы сгрузили в ванну и на балкон. Как только Руслан уложит эту комнату, мы сюда застелим картоном и все оставшееся снесем сюда. Руслан сказал, что обычно всегда проверяет основание перед укладкой напольного покрытия, даже если ему говорят, что все ровно и сделано по маякам. Короче, сейчас Руслан забракует нашу стяжку. Придется ее переделывать заново. Друзья, теперь все мои выпуски есть в ВК-видео. Ссылка на мою группу в ВК будет в описании к ролику. Вообще для укладки неклеевого напольного покрытия самое главное это плоскость. Не уровень, а именно плоскость. Вообще идеально, конечно, когда все по уровню и в одну плоскость, но бывает так, что уровня нету, а плоскость есть. Если есть резкие перепады, то вот это вот плохо для неклеевого напольного покрытия. Потому что тогда в тех местах, когда выступаете, напольное покрытие играет, оно скрипит, разбиваются замки, вас это очень сильно раздражает. И вы готовы даже просто саморезом прикрутить его к бетону. Распаковываем конвектор и проверяем уровень по отношению к будущему полу. Конвектор – это самая больная тема для мастера, так как нужно по кругу за подлицо идеально подойти к конвектору напольным покрытием. Сейчас Руслан проверяет, как подходит напольное покрытие к конвектору по всему периметру. Я старался выставить конвектор максимально по уровню будущего пола, но все равно один угол торчит. Эту проблему можно решить. Проблема не в том, что у меня кривые руки, а дело в том, что сами конвекторы бывают кривые, особенно те, которые от застройщика. Перед началом укладки напольное покрытие лучше всего отсортировать по рисунку и по цвету. Рисунок может повторяться, и цвет может различаться, могут быть панели темные и могут быть более светлые. И чтобы у вас ковер получился равномерный, без повторяющихся рядом рисунков, то желательно с большего панели перебрать, отсортировать. Некоторые мастера скажут, что это лишняя работа, и мне за нее никто не платит. И ничего открывать и сортировать я не буду. Но добросовестные мастера стараются посортировать панели, сделать так, чтобы не было одинакового рисунка рядом, и по цвету панели лежали равномерно.
Если в одном месте уложить панели одного цвета, то может получиться черное пятно или наоборот светлое. Поэтому по цвету тоже важно отсортировать панели. Начинаем укладку первого ряда, от которого уже в разные стороны будет расходиться напольное покрытие. Перед любой укладкой всегда пылесосим поверхность. Уложен первый маячковый ряд. Он состоит из двух панелей, чтобы они не изгибались. Ровно, параллельно расположили его в стене. Здесь одинаковое расстояние здесь, ну и, соответственно, с той стороны. И сделали разметку середины двери. Сейчас сюда будет вырезаться полоска. Смотрите, хитрый способ разметки этой вот подрезки. Доска ложится наверх нижнего ряда, вровень заподлицо, берется кусочек панели, здесь отщелкивается замок для того, чтобы сделать зазор к стене 8 мм, ставится карандаш и просто проводится по стене. Ничего не нужно размечать рулеткой. Очень удобно. Таким образом, Руслан размечает третью полоску, которую нужно подрезать под стену и дверные проемы. Каменно-полимерная панель прорезается ножом, затем ломается. Принцип тот же, что и кварц-винила. Это очень большое преимущество перед тем же самым ламинатом. Не надо реально вырезать все лобзиком. Если что-то нужно подрезать перпендикулярно, например, под дверные проемы, то для этого используется болгарка. В качестве клиньев для упора к стене используем тот же самый материал, порезанный на квадратики. Толщина как раз получается 8 мм. Затем собираем подрезанную полоску и сдвигаем все к стене. Между стеной и напольным покрытием оставляем деформационный шов. С другой стороны проделываем ту же самую операцию. Вымеряем подрезку, все подрезаем и собираем полоску. От первого ряда уже начинается обычная укладка, как это делается с ламинатом. Раскладка может быть разной. У меня раскладка в разнобой со сдвигом на 30 см. В разнобой это значит, что отрезанная от стены доска укладывается первой в следующем ряду. Так как вся подрезка делается ножом, это очень сильно ускоряет работу и сама укладка происходит быстро. Обычная укладка никаких сложностей не вызывает. Комнату мы уложили быстро.
Но теперь мы подошли к конвектору. А конвектору нужно уже аккуратно обойти и сделать чистовой деформационный шов 1,5-2 мм, как будто это плитка. Руслан все размечает и вырезает при помощи малярного ножа и болгарки. При стыковке двух различных материалов, в нашем случае это каменно-полимерная плита и конвектор, и еще будет плитка, напольное покрытие, каменно-полимерную плиту, край примерно 10 см нужно приклеивать к основанию каким-нибудь эластичным клеем. Для приклейки используем полиуретановый клей Sika. Он продается в маленьких упаковках и в больших, экономичных. Они стоят дешевле. С обратной стороны панели мы убрали подложку, которая была приклеена к панелям. Нужно сделать маячки, чтобы панели получились прямо за подлицо с конвектором. Маячки делали из обычной подложки и бумаги. Таким образом, при помощи маячков мы можем обойти аккуратно кривой конвектор и сделать все за подлицо. Дальше из пистолета наносится клей на основание вокруг конвектора и защелкивается собранная полоска из панелей. Руслан проверяет, чтобы все было за подлицо, потому что пока еще клей не застыл, можно поправить и изменить высоту маячка. Дальше защелкиваются панели по краям. До того, как полиуретановый клей не застыл, уровень напольного покрытия нужно зафиксировать чем-то тяжелым. Хорошо, что под рукой были ведра с краской. Так как укладка напольного покрытия растянулась на 2 дня, решили за конвектором укладку сделать на следующий день для удобства. В комнате, где было уложено напольное покрытие, я убрал весь мусор и пропылесосил. После этого уложил картон на пол и снесли все ненужное, что было в других комнатах. Дальше по такой же схеме было уложено напольное покрытие в детской. В детской все укладывалось гораздо проще, потому что нету конвектора и ничего не нужно подгонять. Последний ряд обрезается совсем чуть-чуть, и получается практически целая панель.
Так как защелкнуть руками последнюю панель сложно, используем для этих целей крючок и стамеску. Вторая комната тоже готова. На следующий день первым делом нужно доделать укладку за конвектором. Еще раз проверяем уровень конвектора по отношению к напольному покрытию. Размещаем и вырезаем напольное покрытие. На этом объекте это самая геморройная разметка и подрезка, потому что все нужно четко подогнать к конвектору, а затем еще и все подсунуть под окно. С другой стороны, полоска состоит из разных частей. Если где-то ошибетесь, то не страшно. Переразметили и вырезали новый кусок. Точно так же ставятся маячки и наносится полиуретановый клей. Приклеенную полоску нагружаем и оставляем до того момента, пока схватится клей. В тех местах, где невозможно защелкнуть панель, просто срезаются замки и все садится на клей. После того, как мы сделали укладку напольного покрытия в детской и в спальне, переходим в последнее помещение. Это кухня, совмещенная с гостиной. Последнее помещение укладывается без каких-либо проблем. Единственное, что нужно приклеить, это еще два стыка каменно-полимерной панели и плитки. Но тут все значительно проще, чем это было в предыдущей подрезке. Просто вырезается чистовой рез. Чтобы почистить край, можно использовать наждачную бумагу. Чистовой шов готов. Теперь с обратной стороны снимается небольшая полоска подложки. Напоминаю, что это примерно 5-10 см от края панели. И приклеивается к основанию полиуретановым клеем. Наносится полиуретановый клей и приклеивается доска. По мере укладывания каждой полоски крайняя панель приклеивается к основанию.
Точно так же вход в ванную и туалет нагружаем до схватывания клея. При помощи болгарки убираем легкие дефекты основания, которые могут мешать укладке. И затем укладываем коридор. Последняя полоска всегда дается с трудом, потому что неудобно защелкивать, нужно использовать крючок и стамеску. В кухне напольное покрытие заходит по кухонную мебель. И обычно всегда этот участок остается на самый последний момент. Если вдруг не хватит напольного покрытия, то туда можно уложить какие-то бракованные куски, там все равно не будет видно, все будет накрыто мебельным гарнитуром. Главное, чтобы напольное покрытие было параллельно цоколю установленной мебели, потому что бывает так, что напольное покрытие лежит криво по отношению к цоколю. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.